Здравствуйте, друзья! Неизвестные факты о Древнем Египте. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Пирамиды, Сфинкс, Клеопатра. Об этом слышали все. Но на самом деле наследие Древнего Египта этим далеко не ограничивается. Ниже представлен ряд фактов, которые известны далеко не всем. Впервые массово применять антибиотики стали только в прошлом столетии. При этом древнеегипетские медики прекрасно знали, что это такое около 4000 лет назад. При лечении инфекционных заболеваний они использовали любые заплесневевшие продукты, а также почву. Медицина в Древнем Египте была на высоком уровне не только по меркам того времени, но даже и по современным. Фараонам и богатым египтянам были широко доступны такие медицинские достижения, как шунтирование сердца, пересадка органов, пластические операции на лице. К сожалению, они были забыты после завоевания Египта Александром Великим в 332 году до нашей эры, и каких-либо письменных свидетельств о них не сохранилось. Египтяне из богатых сословий носили парики, так как свои волосы они состригали. Ту же процедуру проделывали с детьми, только оставляли им длинную косу, и дело здесь не в моде. Таким образом египтяне избавлялись от вшей и блох. А вот беднякам приходилось туго, они ходили с длинными волосами. Вопреки расхожему убеждению, не солдаты Наполеона отломили нос у сфинкса. Да, они действительно стреляли по нему из пушек. Но к тому времени статуя уже была повреждена. Поскольку есть изображение сфинкса в 1737 году, за несколько десятилетий до того, как французы оказались в Египте, на котором он уже без носа. В истории сохранилось лишь одно имя вандала – Саим аль-Дахр. Исламский фанатик пытался уничтожить статую в 1378 году, но неизвестно, какой урон он ей нанес. Самой первой пирамидой, построенной на территории Египта, является пирамида фараона Джосера. Ее возвели ориентировочно в 2600-х годах до нашей эры. И в отличие от знаменитой пирамиды Хеопса, она является ступенчатой. При этом поначалу ее обнесли стеной с 15 дверями. Вот только открывалась лишь одна. В Египте свято верили, что все фараоны – это земное воплощение бога Хора. И потому верховная власть в стране принадлежала только мужчинам. Но однажды произошла оказия. На троне оказалась женщина. Чтобы среди народа не произошло волнения, жрецы придумали легенду о том, что она дочь бога Амона. Тем не менее, на различных официальных церемониях Хатшепсут все равно присутствовал в мужской одежде и с искусственной бородой. В египетском обществе хоть и не было матриархата, но главой семьи была мать. Более того, даже родословная велась только по материнской линии. Кроме того, женщины обладали большим количеством прав. Например, египтянки могли первыми подать на развод. Долгое время в Египте среди знатных женщин была мода на платья из полностью прозрачного материала, которые хорошо демонстрировали все формы тела. Первыми на земле людьми, которые носили обручальные кольца на безымянном пальце, являются именно египтяне. Этот обычай у них потом позаимствовали эллины и римляне. Древние египтяне очень трепетно относились к сандалиям. Фараоны возле себя всегда держали особых слуг, носильщиков сандалий. Хоть правители и предпочитали ходить босиком, но обувь была обязательным атрибутом богатства, а зайти в обуви в дом так и вовсе было страшным поступком. Как мужчины, так и женщины в Египте использовали макияжи зеленого из меди и черного из свинца цветов. Расхожие мнения о моде или о целебных свойствах такой раскраски ошибочны. На самом деле макияж защищал лица людей от солнечных лучей. В 1167 году в Египте при Нур-ад-Дине появилась первая государственная голубиная почта, для чего было приказано построить много специальных башен. В те времена за пару хороших голубей платили по 1000 динариев.
Именно в Древнем Египте было составлено первое в мире официальное завещание. Его автором являлся один из сыновей фараона Хафре. Написан был документ приблизительно в 2601 году до нашей эры. В жизни египтяне пользовались 3 разными календарями. В их распоряжении были ежедневный земледельческий, астрономический и лунный. Первый состоял из 365 дней и включал в себя 3 сезона по 4 месяца. Астрономический строился по наблюдениям за Сириусом, который становился доступным каждый год в начале сезона дождей. А лунный календарь вели жрецы, где они указывали даты различных религиозных церемоний. Началом египетской истории принято считать 3200 год до нашей эры. В это время правитель Менес, иногда его называют Нармер, сумел объединить Верхнее и Нижнее королевство. В 341 году до нашей эры египетских фараонов сначала сместили персидские наместники, а после греки из династии Птолемеев. Например, та же Клеопатра по паспорту была гречанкой и не знала египетского языка. Прежде чем покончить с собой, Клеопатра на рабах испытала действие нескольких ядов. Она хотела найти самый быстродействующий и безболезненный. Примерная дата появления иероглифов – 3000 год до нашей эры. Всего насчитывается порядка 700 уникальных иероглифов, которые могли быть как просто буквой, так и словом и даже предложением. За 1000 лет до изобретения китайцами бумаги, примерно в 140 году до нашей эры, египтяне разработали заменитель бумаги из папируса и многие годы держали процесс его производства в строжайшем секрете, что позволяло им торговать листами папируса во всем регионе. Поскольку сам процесс не был нигде записан, в конечном итоге он был потерян, пока доктор Хасан Рагаб не нашел способ сделать листы папируса самостоятельно в 1965 году. Рамзес II, один из самых известных фараонов, правил страной без малого 70 лет. 1279-1213 года до нашей эры. За это время успело смениться несколько поколений египтян, поэтому они искренне верили, что их правитель является бессмертным божеством. Главным богом в пантеоне у египтян был Ра. При этом они поклонялись еще более чем 1000 различных богов, духов. Например, бегемот, как и крокодил, считались божественными созданиями, не говоря уже о кошках. Интересно то, что мумификации подвергались не только люди, но и разные животные. Археологам удалось обнаружить мумию крокодила, чья длина превышала 4 метра. Вот такие интересные факты о Египте, которые не всем известны. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!